Почти со всеми перезнакомился. Остался один класс, 10 Б. Это класс Марины Максимовны. Очень своеобразный педагог. Вы еще с ней познакомитесь. Стеклышко тут надо вставить. Школа давно без хозяина. Между нами говоря, Серафима Осиповна начала слепнуть года 2 назад, и многие, знаете, широко пользовались. Ребята? Да, не только ребята. Кирилл Алексеевич, давайте я вас представлю 10 Б. Нет, спасибо. Я, наверное, лучше сам это сделаю. Спасибо. Ну, как хотите. Ты какую будешь писать? Как вам вторая тема? Да не фон, Ты что, такая тема отличная, мне нравится. В общем-то, я сомневалась. И правильно делали, что сомневались. Это почему это? Ну как ты можешь со всем человечеством говорить? Можно. Технически вообще-то это возможно. Все равно я отказалась бы. А он еще не созрел. А кто Паша. созрел? Ты? Главное не в этом, Марина Максимовна. Со множеством людей надо разговаривать коротко и ясно, лозунгом либо призывом. Один человек сказал, что нельзя класть зерно на камень. Оно не прорастет на этом камне, надо класть его в землю. Так вот, мне кажется, земли-то еще очень мало для того, чтобы класть это зерно. Все настолько, может быть, разные. Обратишься ко всему человечеству, а получится обратиться к 2-3 людям. Такая масса людей, каждому подбирать какой-то свой подход, когда мне нужно в один момент все сказать. Мне дали слово, может быть, это ненадолго, может быть, мне нужно одновременно. Это нереально же. Обращаться ко всему человечеству можно, наверное, и эффективнее оно, пожалуй, будет, и интереснее, и глубже через искусство живописи, через искусство музыки. А другому в это время просто хочется есть. Его прежде всего надо накормить, чтобы с ним потом разговаривать хоть как-то. И поэтому мне кажется, что на людей надо воздействовать, на их это самое, пробуждая в них, в их душе добрые чувства, на них надо воздействовать тем, что им вот сейчас именно непосредственно нужно. Вот мы сейчас здесь обсуждаем тему. Что бы ты сказал человечеству, если бы тебе предоставили такую возможность? Но обращение к человеку уже существует, это книга. Но если уж обращаться к всему человечеству в целом, то надо говорить на языке мысли, чтобы это было понятно каждому человеку. Ну, если так можно выразиться, нужно войти в мозг. И все зависит от состояния его головы. Ты когда-нибудь в любви объяснялся? Нет, и надеюсь, что избегу этого. Книги вычитал? Нет, это моя точка зрения. Особенно на гвоздях. Конечно. Нет. На гвоздях ты не спишь? Нет. Все это временное явление, временное. Нет, это не временно. Когда-нибудь объяснишься. Это исключено. Ну а как же ты растешь? Кого-нибудь, не же не объяснишь. Не может быть Ну такого, почему? исключено. Да он выше этого, понимаете, выше. Ну а как же тогда? Он будет объясняться на языке мысли. Издеваешься? Все ли люди счастливы от этого мира? Все люди счастливы, все они ходят, что ли, радостные от этого? Хорошо, война. Была война. Говори. Ну, я яростнейший противник войн. Это ужасно, потому что война – это… Жизнь каждого человека – это, собственно, что-то неповторимое. Если бы у меня была такая возможность, я бы, наверное, сказала человечеству, что давайте жить по-доброму. Ну, ведь об этом говорят, но этого нет. Как сказать так, чтобы это подействовало? Человек добрый, все люди добрые. И начнут из этого добра искать зло. Это же правильно, то же самое. Если будет зло, то из этого зла найдут добро. И тогда самые плохие черты будут для человека идеалом. И в конце концов, чтобы я сказала человечеству, даже не сказала, а просто посоветовала, потому что сказать-то просто невозможно, что надо просто не коверкать себя. Если уж человек злой, если ему хочется делать зло, так уж делай, чтобы видели все, чтобы у тебя это от души. Нужно именно верить
в людей, то имеет большое значение красота, что вот красота, она как-то трогает человека, обязательно трогает его за душу, поднимает в нем что-то самое хорошее. Вот взять, допустим, Павлову, ее танцы. Каждый человек, он не может не испытывать, как бы он ни был плох, какое-то удовольствие от ее танца. Ничего объяснять не надо. Нужно обращаться к душе, к тому, что в ней, может быть, осталось изначального, доброго. А слово здесь не поможет. Вы, Марина Максимовна, слишком большое придаете значение слову. Чтоб истина явилась миру, она должна быть названа. А что думает Саша Майданов? Это мое дело. На какую тему будешь писать? На какое? Это все лишнее. Меня не спросят об этом. Майданов, прекрати. Что прекрати? Правду говорить? Марина Максимовна, гоните вы его. Гоните, гоните. Я сам уйду. И зачем только в душу ко всем лезть? Смородина, а ты куда? Майданов, я тебя очень прошу. Пойди, извинись перед Мариной. За очки извиняюсь. Салют. Майданов! Все, Майданов. Кто может предложить что-нибудь взамен? Анна Каренина и современный брак. С кем я провел лето? С бабушкой. Ну ладно, ребята, достаточно. Вторая тема – необходимость лишнего. Надеюсь, это не про машины, шубу и дачи. Это тоже не лишнее. А ты почему не в классе? Отпустили? Какой класс? 10 Б. А ты что ходишь? Здравствуйте. Здравствуй. Ты почему не в классе? Очки разбил. А слух у тебя хороший? Ну, знаете, когда у человека -5 и разбитые очки, то он неадекватен сам себе. Какой класс? 10 Б. Кирилл Алексеевич, вы мне ничего не хотите сказать? Ни словечко? Об уроке? Да. Вы же понимаете, Эмма Петровна. Эмма что? Павловна. Виноват, Эмма Павловна. Ничего. Вот, видите, я даже еще имена путаю. Ну, что я могу сказать? Один урок. Бывает удачно, бывает Да, неудачно. я знаю. Урок неудачный. Неудачный, да. Ну, что ж мы здесь стоим? Пойдемте. У меня окно. Да, но... А вы, наверное, приуныли, когда Мякишева отвечала? Лепит и лепит бедняжка эти цепочки. А сама не знает зачем. Но старательно, честно. Честно говоря, я так растерялась, даже я сама забыла, что я ей велела синтезировать. Угу. Вы извините, Эмма Павловна. А все вы виноваты. Я? Да. Сидит на уроке малознакомый мужчина. Интересный. Вы поставьте себя на мое место. Да как трудно, знаете, трудно. Вы знаете, я, честно говоря, удивился. Вы 4 поставили, я удивился. Да. С минусом. Она прекрасно знала на твердую 3. Но я ее пожалела. За ее бледность, и потом столько мела истрачено. А что, вы думаете, им это не органика нужна? Нет. Нет. Она нужна им в магазинах, в быту, там, в шифонере, в качестве сорочек, там, белья хорошего, кофточек. Это же невесты. У них же у всех золотые кольца, часы. Да, да. Тамара Мякишева уж в Индии давно подцвела как невеста. А, так эта 4 ей вроде удобрение, да? Чтобы она расцветала, как в Индии. Цвети Мякишева. А в Индии там что, за это оценки повышают? Ну, Кирилл Алексеевич, вы прекрасный подарок нашему здоровому коллективу. Не знаю, не знаю. При ваших данных еще и веселый, остроумный. Да. Извините, пожалуйста, который сейчас? Да? Мне еще надо зайти в 10 Б на урок литературы. Ну, я вам не завидую. Да, я сам себе не завидую.
Нет, спасибо, я не курю. Я их это... Жуете? Да. Ну, заходите, Кирилл Алексеевич. До свидания. А если бы этого не было, мы бы не узнали друг о друге. То есть человек человеку был бы просто шкаф? Ну почему? Это ты про некоммуникабельность, что ли? Шкаф С. Глупость. Здравствуйте. Садитесь. Садитесь, ребята. Разрешите мне поприсутствовать на уроке, Марина Максимовна? Пожалуйста, пожалуйста. Проходите. Рахов, освободи место. Ира, продолжай, хорошо ведь говорила. Да нет, я уже все. Вот Андрей хотел что-то сказать. Ну, Андрей. Нет, ну, по-моему, все выяснили. Действительно, проблема существует. Человек человеку не должен быть шкафом. Тихо ты, Ника. Хорошо, может быть, обсудим первую тему. Почему провалился Макбет? Да уж наговорились. Да, ну зачем выбалтываться? Ну, каждый же про свою. Ну, хорошо. Хорошо. Понятно. Темы для сочинения вы знаете. Сдадите в среду. Прошу не забывать. Ой. А теперь вернемся к программе. Алексей Толстой. Петр I. Извините, пожалуйста, Марина Максимовна. Я зашел только познакомиться. Мешать не буду вам. Меня зовут Кирилл Алексеевич. Я ваш новый директор школы. Буду вести в 10 классах обществоведение, факультативно кружок автолюбителей. Простите, пожалуйста. Вы ребят отпустили? Да, я их отпустила. Хорошо. Продолжайте урок. До свидания. Верочка, мне нужен Герцен, я возьму, хорошо? А Верочка ушла, нет Верочки. Марина Максимовна? Максимовна, я правильно говорю? Да, правильно. Тут Верочка мне подобрала книги по педагогике. Марина Максимовна, помогите разобраться, что читать, что не надо читать, что прежде читать. Ну так толсто пишут, я запутался совсем. Что к чему здесь? Да, толсто пишут о нашем деле. Вот, может быть, сначала вот это, а остальное потом. Так это беллетристика, Марина Максимовна. А мне нужна точность. Ну, не знаю. А почему бы вам не взять почитать домой? Не, домой нельзя. Дома тахта. Жена. Дочка. Марина Максимовна, а что, Макбет действительно провалился? Да, провалился, мы сами видели. А в прессе я ничего не читал об этом. А почему вы в школе до сих пор? У вас что, дети дома не плачут? Нет, у меня сын до 7 часов в детском саду. Сколько ему? 4, 5. А муж чем занимается? Извините, меня ребята ждут. У вас лит-кружок? Нет, у нас просто спор возник.
к стихийной. Что, они спорят с вами? А что, не полагается? Ну нет, почему? Спорьте, спорьте. Так они же голодные у вас. Отпустите их домой, пусть пойдут поедят. Молодой организм. Распорядок же нарушен. И другим предметам разве это не мешает? Вы знаете, я никого не держу специально. Они взрослые люди. Ну да, в общем, они не дети, конечно, Марина Максимовна. А вы часто даете такие темы для сочинений? Я стараюсь, чтобы были почаще. А сегодня исключение. У меня было 2 свободных урока, и я имела право, не так ли? Мне можно идти? Ну, конечно. Спасибо за совет. Виновница, встречай родителей. Ой, родители. Где ты там? Иди сюда. Ой. Щеку. Ну, спасибо. Ну как ты Да одета? не, ничего, какой магнитофон? Ну как подарок? Неси сюда, Все от зависти помрут. Такой магнитофон. Ой, господи. Ну. Где вы были-то, устали? Еще бы. Устали. А что, рыба? Рыба, давай тапочки. Угу, сейчас несу. И правда, рыба. Живая еще. Таз с водой, живая. Она подохла, пока мы доехали. Где вы ее достали-то? Поймали? Ой, устала, Ну, сил нет. молодцы. По всем магазинам таскались. Переоденься, что ты все с голым пузом ходишь? Да ладно, мам. Господи, хоть бы ради дня рождения. Ой, сил нет. Садись, мать, устала? Да устала, конечно. А что, мы сегодня праздновать будем? Обязательно. Вот хорошо. Я своих позову. Можно? Позови, конечно, мы своих позвали уже. А кого это своих, мам? Акимова, Сивака, Титовых. В морозильник клади. Угу. А масло? А? Б. Зачем Титов-то нужен? Он тебе нужен, дорогая моя, не мне. Мне он не нужен. Не нужен он ей. Минутку. Поставь на Да. стол. Не рассыпь, Сейчас осторожно. позову. Именинница к телефону. Поздравляю вас. Сумочка упала. Так. Марина, что ли, подсуетилась? Да? Только трубку не кидай. У меня двушек больше нет. А если кину? Придется еще раз стрелять. В общем так, Марюля, поздравляю тебя. Желаю всего-всего. Расти и не чихай. Ну, спасибо. Слушай, если я вчера в классе и свалял дурака, ну, это все так. Уже прогресс. I change for English. I shall be at the kennel at known place in an hour. Чего-чего? А? Понял. Повтори. Родители, миленькие, но я же скоро по птичьи чирикать буду. Дайте вы мне хоть слово-то сказать. А что стоять, действительно? Выросла девка? Я не слепая, сама вижу, что выросла. В общем так, через час я буду на Грибоедова. Подъезд ты знаешь. Если хочешь, можешь прийти. Только тебе сначала придется извиниться. Юль, тебе не надоело там? Представь себе, нет. Кошмар. Поехали в Токсово, как в тот раз. Тетка уехала. Там хорошо, белки. Никуда я с тобой не поеду. Ты вел себя с Мариной, как последний хам. Я вообще тебя ненавидела тогда. И не скоро еще отойду. Привет белкам. Понял? Понял. Марина Максимовна звонила? Нет. А ты куда собираешься? Погулять. То есть как погулять? Только недолго. Что значит недолго? Ты что? А кто будет помогать? Я помогу. Подожди. Я передумала справлять день рождения. Ты пригласила своих гостей, вот и празднуйте. И вообще, прекрати меня пристраивать. Надоело. Чего? А зачем я-то вам нужна? Посидите, с Титовыми поговорите, телевизор посмотрите. Ох, врезала б я сейчас тебе. Чтоб через час была дома. Я подумаю. Привет Титовым. Ничего не понимаю. Зато я все понимаю.
Я ползу на нее, это я слон, и хочу все знать и правильно делаю, но за что же вы хватаете меня за нос? Отпустите меня! Ой, какая глубокая река Лимпопо! А это я теперь буду дельфином, и вот я плыву по прекрасному морю. Акула! Акула, спасайтесь, дельфины, но теперь я буду тигром. Нет, ты не тигр, не дельфин. Буду тигром. Не будешь. Буду. Не А смотри, как я рычу. Ну. Ух, как ползу я по морю красивому. Будешь Шапка знать. потепала. Вот опять шапку взорвал. Опять в кнопку попал. То, Антон, подожди-ка. А ну-ка, сделай еще раз так. Попробуй, а. Совсем как у мамы. Сколько свечек? 17. Как? Уже 17? Да. А я думала, Давай 16. торт, я сама поставлю. Надо же. Пожалуйста, отвертку. Да, с тех пор, как мне исполнилось 17... Что же произошло с тех пор? Я чувствую себя стариком. Стариком? Кстати, Танюш, а тебе Не сколько рано. лет? Может, меньше 17, а Ну может, и что же? больше. И все-таки я чувствую себя ужасно старым. Тебе еще место в трамвае не уступает? Помолчи, малыш. Подожди. Слушай, так что ж я, по-твоему, уже старуха? Подожди. Сережа, значит, в жизни тебе все ясно? Все проблемы ты уже решил, все понял, да? Не совсем. Ну а как же? Дело в том, что человек нормально живет до 30 лет. А потом? А потом он живет А где ложки? Они по инерции. По инерции. Никаких радостей, никаких неожиданностей. А если несчастный случай? Тоже мне радостно, Сережа, что я тебе скажу, Вероника. какой есть. Ладно, сейчас с тобой говорить бесполезно, а вот через 15 лет я с тобой поговорю, хорошо? Увидим. Ребята, Юлька бежит. Ой, а что не такое в руках? Магнитофон. Не видно, Слушай, я знаю, ей подарили. Разглядел, глазастый какой. Алла, бери гитару. Беру, Марина Максимовна. Ой, пустите-ка. Медведь же здесь лежит. Ты слезешь с табуретки, а? Спасибо. Идет красная девица по белому снегу и не знает, какой тут праздник приготовили. Ну, а что ты хочешь, Андрей? 17 лет? Да, стареют наши девочки. Ой, какая взрослая. Тебе Пам-парам. Ну, открывайте, открывайте дверь. Ну, слушай, я тебе давно сказал, что Мокрый, открой. конечно. Да. Братцы, великие, подождите. Ну не начинайте же без меня. Ну куда же? Спасибо, Алексей. Спасибо. Паш, возьми пальто. Юля, это для тебя. Спасибо, ребят. Танька, мне родители магнитофон подарили. Да, А меня сегодня Майданов первый поздравил. А родители? Ну, это само собой. С ними празднуешь сегодня? Не, мы уже отпраздновали. Что ж Майданов с тобой не пришел? Да он на дачу уехал, в Токсово. Белки, там снег. Белки, снег. Прекрасно. Звал? Угу. Куда поедем? А? Куда поедем, говорю? Да вон, на 2 горки. Надя, иди Сань, это не к тебе он случайно.
Что? Слушай, Раз какую еще? Да нет, вот тут же рядом. Давай, Антошка. Раз. Кажется, ко мне. Охлопеть можно. Че это они? Над ручьем весь день. Ловит стрекоза собственную тень. Ну, это надолго затянется, я чувствую. Надо? Давай, мальчик. Салют. Антончик, ну давай. Попрыгаем, да? Давай. Опа. Оп. Оп, хорошо. Оп. 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 Ой, осторожней, кто-то есть. Эй, А хочешь, я дай тебе мне проехать. сделаю? Хочешь, нет, я тебе сделаю. Давай. Салют в честь новорожденной! 17 артиллерийскими залпами огонь! Ура! Иди. Еще. Давай, вставай. Ой! А действительно, что же он там делает, а? Антон, ты иди, сам у него спроси. Все тебе расскажу. Выбрались, наконец, на волю. Скорей! Алёша, ой, ребята, я Давай. Вставай, ну. давай ко мне. Не упади. Ой. Что там? Алёша, что ты головой киваешь? Помогите, ребята! Помогите, Да я уже не знаю. Майдан, иди к нам скорее. Где белки? Скачут. Где белки? Почему еще к нам не приходишь? Почему? Почему не прихожу? Угу. Дела? Врешь? Нет. Да. Мы вместе с ним все время. Верите? Верю. Я-то верю. Это он мне не верит. Ревнует он тебя ко мне, Юлька. Нет, ну что, Марина Максимовна. Да нет. Ой, не могу я больше идти. Давайте посидим здесь, отдохнем. Ревнует. Ревнует. Он вообще ревнивый. Чепуховина получается какая-то. Почему бы ему не прийти ко мне? Не пойму. Как вы все приходите, а? Марина Максимовна, ну хотите, я приведу его? Хотите? Нет, Юлька, приводить не надо. Че приехали-то? Только честно, мозга не пачкай. Было бы что пачкать. Давно знаю. Марина Максимовна? Ну, Марина. Да? Так я и знал. Ну и что? Ничего. Че она приперлась? Че это мне надо? Ваше Высочество недовольно приезду гостей? Беспокоили уединение на лоне природы? Да, побеспокоили. Отдыхала бы. Выходной. За что такая немилость? Ну ты длинный. Думаешь, я шучу? Да? Не верю я вам. Тошнит меня от ваших забот. Из меня дуванчика хотите сделать? Ду не различусь? Не выйдет. На! Получи. Не верю. Я тут при чем? А мне-то что? Возьми обратно. Ногу. На. На. И завучи я больше верю. На. Но я не думал, что ты такой дурак. Потише. Что она тебе сделала? Что? Ничего. Не верю я ей. Завучу больше верю. Она одна. Вот и нянчится с вами от скуки. Молодая, красивая. Во-первых, она сама от мужа ушла. Потом нет у нее никаких задних мыслей. У ее пацана нет задних мыслей. Она ему мать, а нам… С ней можно говорить о чем хочешь. Говорить? Говори. А я послушаю. Услышишь. Сегодня. Ладно, ладно.
Послушай, а то у вас более там все складно получается. Договорились? Окей. Пошли. Дай потанцевать. Да он никогда ничего не даст. Так, интеллектуальная пауза. Тише, тише. Интервью. Значит, звуковое письмо потомкам. Все ясно, да? Пожалуйста, Таня, свет. Леша, фотографируешь? Опа. Что будет-то? Я готова. Интеллектуальный разговор. Алла, ты уверена в себе? Пока да. Сережа, какие у тебя отношения с родителями? Сложные. Почему? А у тебя они простые? Антоша, кем ты хочешь быть? Танкистом. Тань, что ты хочешь? Ну ты же знаешь. Татьяна Доронину заменить. Так, Леша. Слушай, а ты чего хочешь? Денег зарабатывать побольше. Да я не потому, просто чтобы матери о них не думать. Вообще хотел прожить жизнь так, чтобы потом меня не жалеть. Ладно, хватит тебе, иди. Ника, а ты себе нравишься? Нет. Ну, бывают такие моменты, когда хорошее настроение, когда собой довольна внешне, внутренне. Бывает, но вообще нет. Ясно. А ты? Не жалуюсь. Хорошо. Юлька, хочешь замуж? Замуж? Не хочу. А детей? Хочу. 5. Интересно, где она возьмет детей без мужа? Вообще странный вопрос. Марина Максимовна, вам нравится наша школа? До сих пор нравилось. Конечно, при бабе Симе лучше было. Эмма Павловна хороший учитель? Не понял. Эмма Павловна знает химию, мягко говоря, не лучше, чем Андрей. Пардон, даже сравниваться не хочу. Она на проблемном уровне совершенно не сечет. Эмма Павловна боится Андрюши, поэтому выгоняет его каждый раз. Ну, он сам виноват. Эмма Павловна не такая уж вредная женщина. Вообще с Голгофой можно ладить. Как ты ее назвала? Голгофа. Она говорит, я в ваш класс иду как на Голгофу. Ну и юмор. Да чё ж вы довели-то бедную женщину? Понимаете, Марина Максимовна, мне химия позарез нужна. Приходится до всего доходить самому. Андрей. Я, конечно, не говорю, что каждый учитель должен быть таким, как вы. Во всяком случае, профессионалом он быть обязан. Андрей, хватит. Не надо. Почему? Это же правда. Я, конечно, понимаю, неудобно. А зачем начал? С кем же мне еще об этом говорить? Лопух ты, Андрей. Лопух ты, Андрей. Говори, не говори, учителя все заодно. Ну хорошо, Майданов. Лопух, почему? Я встану на педсовете и скажу вот мнение мое и 10-классников об учителе химии. Так? Ой, мама, хочу к тебе. Ну иди ко мне. Иди. Марина Максимовна, а как вам наш новый директор? Нравится? Слушайте, ребята, предупредили бы, что экзамен. Я не Марина готовилась. Максимовна, не просто как человек. Нравится? Нравится? Нравится или не нравится? Меня в голову видел. Что значит нравится, не нравится? Знаешь, какая Он не кандидат в директора, мне его не выбирать, он уже директор. показать? Вот такая. Хотя я, наверное, и не назначила бы. Но нельзя же так обсуждать людей. Это вчера в учительской задали вопросы, началось кто откуда, кто жена, сколько детей. Вообще-то уже темно, может.
Родители ждут. Пора? Нет, Что, Марина Максимовна, мы уже не маленькие. Я думаю, родители подождут. Юль, тебе батарейк не жалко? Ой, а что, мы записывали? Да нет, пускай крутится. Будет что вспомнить, когда постарею. Ребята, давайте нашу споем. Конечно. Начинаем. Давай. Алка, только не высоко. Давайте восклицать, друг другом восхищаться. Высокопарных слов не надо опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви, счастливые моменты. Давайте горевать и плакать откровенно, то вместе, то поврос, а то попеременно. Не надо придавать значения злословию, поскольку грусть всегда соседствует с любовью. Давайте понимать друг друга с полуслова, чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова. Давайте жить во всем. Я хочу тоже здесь А такая, тем более, что жизнь короткая такая. Осторожненько. Граждане, будьте вежливы, пропустите женщину. Да? Ой, вот это да, живешь как бы человек. Добрый вечер, поздравляю вас. Что такое? Он не мог ответить, мы только что вернулись из-за города. Нет, ее никто не похищал. Красивая, красивая. Клавдия Петровна. Кажется, мои предки. Клавдия Петровна, но ведь я Это же что, не знала об этом. предупредила? Мне очень жаль, что так получилось, но ей было хорошо. Я вам обещаю, что через 20 минут она будет дома. Что она там говорит? Да, но не нужно обобщать, вы раздражены сейчас. Хорошо, пускай мы поговорим с вами в другом месте. До свидания. Без сказок высыпаешь? Или хочешь сказку? Юля? Что? Ну ладно, сейчас дайте лежать. Юля, почему ты не сказала, что у тебя дома гости? Я не хотела. Дитё раздето. Она пригласила своих гостей, ну и пусть бы с ними сидела. Андрей, проводи ее. Нечего мне там делать после этого. Кончай хамить, Юлька. Тебе мама магнитофончик, шубку. Ну, спасибо ей. Да не трогай ты меня, Марина Максимовна, ну я бы там с тоски померла. Юля, они родители твои, но неужели это нужно объяснять? Иди домой. Можно я Антона уложу? Антона я уложу сама. Марина Максимовна... Юля, иди, мне не о чем с тобой больше разговаривать. Иди домой. Понимаешь, семейные отношения – это дело сугубо личное. Конфликты с родителями надо решать самой. Ну, идти к этому надо другими путями, не через инфаркт. Ты еще здесь? Андрей, я же просила. Спасибо, и так уже хватит на сегодня. День был слишком длинным. Особенно мне спасибо, да? Юля, твои истерики здесь никому не интересны. Ты взрослый человек, тебе 17 лет. Но неужели ты не можешь со своими родителями разобраться сама? Иди домой. Закройте дверь. До свидания, Марина Максимовна. До свидания. Марина Максимовна, Да? переживать будете? Да нет, Алёш, я завтра начну. Марина Максимовна, я вас очень прошу, не надо переживать. Хорошо. До свидания. До свидания. Дверь захлопни. Ну что, орлы, опять в коридоре? Уши болят. Ясно. Он врет. Я ему в лоб дал, и нас учительница прогнала. В лоб дал? Ну, не надо, в лоб не надо. По голове вообще нельзя бить. А тем, что вы в коридоре проводите время, вы мне все показатели портите. Можно, Кирилл Алексеевич? Да, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы свой урок мне не подарите. А у вас что произошло? Мне очень хочется сводить ребят на мойку. Сегодня годовщина смерти Пушкина, а мои ребята еще там не были. Пушкин в 8 классе по программе. Но я поведу туда 8-й, а заодно и своих ребят захвачу. Можно? Пожалуйста. Спасибо. Пирожными кормите их. Хлебом, Кирилл Алексеевич, хлебом. Алло. Алло, это институт? Фамилия? Майданов. Майданов на занятиях по автоделу и военной подготовке назначается старшим. Построй команду. А ну, становись! Спокойно. Смородина! Знаешь, я даже счастлив от того, Пошустрее. что только я понял, что музыка – это вершина каждого. И каждый к ней идет. Подровняй, подровняй. Идет долго, упорно. И когда-нибудь он, может быть, дойдет, как доходит до Льва Толстого. Так, начинаем занятия по автоделу. А что ты считаешь, что вершиной, до которой... Автодело я рассматриваю как часть Как ты считаешь? общетехнической подготовки для будущих защитников Родины. Леша, он шериф. Да Из этого следует. Какой он шериф? Почему? Истина – это самое главное. Почему же Что из этого следует? Проблема честности и доброты одного конкретного человека тебя не волнует. Ладно, ой. Что из этого следует? А у меня -5. А, неадекватен сам себе. Вроде так получается. Так что, установка на белый билет? Никак нет. Просто не мешайся сидеть за рулем автомобиля. К тому же я просто в этом был опасен. Алексея ждет золотая медаль. Я думаю, его с радостью встретят в университете. Это еще не факт. Верно. А 132-я статья Конституции СССР тебя не касается? Во-первых, в статье ничего про мои мечты не сказано. А свой долг, я надеюсь, я выполню не хуже, чем многие другие. Может, даже лучше получится. Ну вот. Вот это я и хотел от тебя услышать. Пожалуйста. А неизлечимых болезней нет. В журнале «Наука и жизнь» за 1968 год, номер 4. Есть статья «Древнеиндийские упражнения для укрепления мышцы глаза». Показать? Если вам не трудно. Как йог в нирване. Ясно? Ясно. Повтори. Вот, хорошо, хорошо. И будешь адекватен сам себе. У меня было -3. Сейчас читаю любой текст при любом свете. Здорово. Становись! Подравняйся. Майданов, выйди из строя. Есть! Расскажи товарищам, какие правила дорожного движения ты нарушил, сев самовольно за руль автомобиля. Ну, сел я за руль без инструктора, тем более самовольно. Не проверил состояние технического автомобиля. Саша Майдан, я убедительно прошу, чтобы ты тоже пошел. Тебе это будет интересно. Пошли, пошли. Покататься не надо. Ну а ты что? Идем? Литература, ведь это же... Можешь быстро. Александру Сергеевичу хорошо, ему прекрасно. Шумит мельничное колесо, боль угасла, баба щурится из избы, в небе жаворонки, только 10 минут езды до ближней ярмарки. У него ремесло первый сорт, и перо остро. Он губаст и учен как черт, и все ему просто. Жил в Одессе, бывал в Крыму, ездил в карете, деньги в долг давали ему до самой смерти. Очень вежливые и тихи, службой замученные,
жандармы его стихи на память заучивали. Даже царь приглашал его в дом, желая при этом потрепаться о том, о сём с таким поэтом. Он красивых женщин любил любовью нечинной, и даже убит он был красивым мужчиной. Он умел бумагу марать под треск свечки. Ему было за что умирать у черной речки. Почему-то сны его воздушны, и словно в детстве бормотанье, вздор, и почему-то рифмы простодушны, и мысль ему любая не в укор. Какая радость в каждом сочленении согласной с гласной, если в том корысть. И кто придумал это сочинение, какая это радость перья грызть, быть хоть ненадолго с собой в согласии и поражаться своему уму, кому прочесть Анисии или Настасии, ей-богу, Пушкин все равно кому, и за полночь пиши, и спи за полдень, и будь счастлив, и бормочи во сне. Благодаренье Богу, ты свободен, свободен в Болдине, в карантине. В кругу земных столпотворений, в извечной сменности систем живет недолго добрый гений, себя раздаривая всем, и в этой беспощадной трате остановить его нельзя. Он держит целый мир в охвате, по дебрям опыта скользя. Гости ушли смертельно обиженные. Никто ничего не мог понять. Пришла в 11 часов. Совершенно с мокрыми ногами, совершенно промокшая. А у нее был нефрит. Но дело не в этом, я не об этом. Там маленький ребенок, 4 года, прелестный возраст, я все понимаю. Но я не готовила свою дочь в няньке. В 10 классе она находит время с ним заниматься. Если я прошу о чем-нибудь, о любой ерунде, или отец обращается с какой-то просьбой, много задали. Ничего не делает? Ничего она не делает абсолютно. Ну, вы не волнуйтесь. Не надо, не волнуйтесь. О чем они разговаривают там по субботам? Разговаривают они. О чем? Ну, хорошо, я отстала. Я отстала, со мной я не в счет. Ну, вы руководство. Вы руководство. Вы должны быть в курсе дела. Какие такие проблемы они там решают? Ну, в общем, понятно. Вы считаете, что Марина Максимовна плохо? Я ничего не считаю, Кирилл Алексеевич, дорогой. Я знаю. После этих посиделок она приходит совершенно чужая. Ничем они плохим там не занимаются, наверное, Клавдия Петровна. Может быть, они там ее развивают. Но я, Ольга Денисовна, и мой муж, мы не хотим развивать свою дочь в эту сторону. Вы поймите, они, наверное, просто любят ее, и все. Я, правда, недавно здесь, но, по-моему, они ее любят. А вы извините, конечно, но вы, по-моему, ревнуете. Ну, это смешно, Кирилл Кирилл Алексеевич, Алексеевич, ревнуете, ну, серьезно. Я понимаю, я разделяю ваши чувства, я понимаю, я сам отец. У меня дочка есть, мы с женой еле-еле с ней справляемся, честное слово. И я понимаю, эмоционально вы правы, мы разделяем ваши чувства. Да-да, разделяем. Это нервы, это сейчас все нервные. Но так расстраиваться нет никаких объективных причин, честно. Какие эмоции, Кирилл Алексеевич? Это не эмоции. Я не хотела до этого доводить, но если вы считаете, что это эмоции, вам нужны факты. Пожалуйста. Что это? Вот свет, вот сумерки легли, но где ж роман, читатель спросит? Здесь нет героя, нет любви, меж тем все есть, а крест крепчает октябрь, и это означает, что тот, столь счастливо любивший, печаль и блеск осенних дней
идет дорогою обычной на жадный зов свечи моей. Сад облетает первобытный, и от любви кровопролитной немеет сердце, и в костры сгребают листья. Брат сестры, прощай навеки, ночью лунной, другой возлюбленный безумный, чья поступь молодому льду не тяжела, минует тьму и к моему подходит дому. Уж если говорить «люблю», то, разумеется, ему, а не кому-нибудь другому. Очнись, читатель любопытный, вскричи, как намертво убитый и прочный точно лунный свет. Тебя он любит? Вовсе нет. Хочу соврать, я не совру, как не мучительно мне правда. Боюсь, что он влюблен в сестру, стихи слагающего брата. Я влюблена, она любима, вот вам сюжета грозный крен. А, я не зря ее ловила на робком сходстве с Анной Керн. Час грустных наших посиделок твержу ему: тебя, злодей, убил, ты заново содеян из жизни, из любви моей. Коль ты таков, во мглу веков сошлю назад. Не отвечает и думает, она стихов не пишет часом и скучает. Вот так, столетия подряд, все влюблены мы невпопад и странствуют, не совпадая, два сердца, сирых две ладьи, ямб ненасытный услаждая великой горечью любви. Только день смерти Пушкина, как никакого другого русского писателя, с удивительным постоянством отмечают у нас ежегодно. В 139 раз стоят у окон этого дома люди. И так же, как тогда, в 1837-м, всеми, кто находится здесь сегодня, владеют чувства великой горечи и сознание огромной утраты. Детей? Хочу. 5. Кошмар. Интересно, где? 5. Тань, чего ты хочешь? Ну ты же знаешь. Татьяну Доронину заменить. Все смешно, все смешно. Так, Леша, слушай, а ты чего хочешь? Денег зарабатывать побольше. Денег Я зарабатывать не потому. побольше. Магнитофон вашей дочери? Да, это мы купили магнитофон, подарили. Кирилл Алексеевич, Да. там как будто оборудование привезли. Клавдия Петровна, извините, мы на минуточку. Принять, расписаться. Простите, пожалуйста, Клавдия Петровна, я сейчас. Кирилл Алексеевич, я страшно беспокойна. Я даже не думала, что настолько все это всерьезно. Вы же видели-то мамашу, на что она способна. Она возьмет магнитофон, поедет в РАНО, поедет в ГОРАНО. И вы понимаете, какие могут последствия. И для школы начнут склонять на каждом собрании, и для Марины. Но без Марины Максимовны это слушать нельзя. Это нехорошо. Кирилл Алексеевич, знаете, я скоро 32 года как работаю. И мне не хотелось бы быть эдакой телегой несмазанной, которая все против молодости скрипит. Ну, сейчас что делать? Мы должны дослушать все это до конца. Не могу я это слушать. Не могу, нельзя это слушать. Нельзя. Это все равно, что в замочную скважину смотреть. Люди разговаривали, не предполагая, что мы их будем слушать. Нельзя это слушать. Надо знать, с чем мы имеем дело. И все. Мы уже знаем, с чем мы имеем дело и с кем мы имеем дело. Идемте. Клавдия Петровна, вы извините, пожалуйста. Пожалуйста. Видите, дела. Вы знаете, мне кажется, что на ходу трудно разобраться с этим вопросом. Вопрос серьезный. Скажите, пожалуйста, вы могли бы нам с Ольгой Денисовной доверить магнитофон? То есть вместе с пленкой? Да. Ради бога, пожалуйста, Господи. Цель у нас одна, я думаю. Спасибо большое. А как он включается? Вот так. Так включается, так включается. Интерес один. Спасибо. Благодарю Не за что. за сигнал. Это не сигнал. За доверие Да. благодарю.
Благодарю. Кирилл Алексеевич, скажите, а моя откровенность никаким образом не отразится на... Нет. Нет. Я вас очень прошу. Ну что вы, не беспокойтесь. Разнервничался директор. Да. Я пересажу вас в переменку. Можно? Да, пожалуйста. Ольга Денисовна, а у директора с Мариночкой нет никаких отношений? Клавдия Петровна. Да нет. Не ожидала. Да вы меня не поняли совершенно. Спасибо, Кирилл Алексеевич. Андрей. Ребята остались довольны? Сдается мне, ребята, что это магнитофон нашей с вами общей знакомой Бэшки. Ну как он сюда попал? Кого нет? Анварова нет, Шарова Сысоева, еще. Сысоева, Смородина. Ну все. Шарова Ну нет? как ты думаешь? Ну, слава богу, отдохнем от его великой учености. Да, что-то в этом роде. Так, ну а почему такая грязь на моем столе? Ну, мне нравится. Угу, ничего. Все платье новое Какое? испачкала. Угу. Можно войти? Ну вот, А вот это я только что обрадовалась. Шаров, я тебя отметила как отсутствующего. Что? Так что или уходишь, или садишься и весь урок молчишь, как рыба. Честно. Я думаю, вам легче исправить отметочку в журнале, нежели мне отрастить жабры Только мне отдай, и обязательно. метать икру. Начинается. Садитесь. Сысоев, к доске. Можно я, Эмма Павловна? Можно мне? Баюшкина, к доске, быстро. Меня ж на прошлом уроке вызывали, Эмма Павловна. Вызывают. Так, Сысоев решает задачу. Так, а Баюшкин нам рассказывает про бензол. Внимательно все слушаем про бензол. Бензол – это жидкость, в воде нерастворимая, бесцветная, со своеобразным запахом. Чем они Молекулярная могут ее формула обвинить? бензола. Ведь то, что мы говорили, это правда, и мы имеем на нее полное право. Бензол Ну, видишь, впервые был ответы получен были слишком в прямыми. Смородина. Так вот нужно было... Еще в начале 19 века. Уйди. Так вот нужно было для них время выбирать, и место подходящее тоже. А теперь же Там поздно. при помощи каменноугольной смолы освещались Но это было не для магнитофона, а В Юлька. светильниках Вот догадался. оставалась жидкость. Это и был бензол. Впервые структурную формулу бензола предложил в 1865 году немецкий ученый Кеккуле. Но эта формула Кеккуле была не очень правильная, потому что он изобразил там чередование двойных и простых связей. А этого быть не может, это не так. Сейчас получена Прекрати структурная подсказывать, формула он сам прекрасно бензола. все знает. Таким образом, бензол занимает Хватит, промежуточное достаточно. положение. Сысоев, садись. Сысоев 4, Баюшкина 3. Дневники на стол. А я дневник дома забыла, Эмма Ты все Павловна. время забываешь дома. Дневники надо сразу класть, как только Эмма выходите. Павловна. А тебя у меня нет. Эмма Павловна. Ну, это же субъективный идеализм, Эмма Павловна. Как же меня Слышь, нет, опять когда вот проект. он я и Кошмар. стою? Всё время тройки. Эмма Павловна, собственно, почему 4, а не 5, а не 3, не какая-нибудь другая оценка? Действительно, почему 4? А почему Баюшкины 3? Все правильно написано. Господи, ну когда же это кончится? Да ну вообще. Слушайте. На днях, а может быть, и Вопрос, человек правильно вам решил задачу. Ну, действительно. Знаешь что, выйди вон из класса. А почему? Чуть что сразу, Андрюха, что за дела-то? Всегда его выгоняют. Чем он перед вами провинился? Выйди вон из класса, я сказала. Это я вас хочу спросить, почему такая нервотрепка каждый день? Что я вам плохого сделала? Я только хорошее вам желаю, только хорошее. Я вообще могу идти из школы и прекрасно устроиться фармацевтом. Ну давайте. Большое плавание. Сочувствую я вашей Вообще. Садитесь. Я тоже посижу у вас на уроке, Эмма Павловна, если вы не против. Да, пожалуйста. Очень даже вовремя вошли. Только урока не будет, Кирилл Алексеевич, пока Шаров не выйдет. Я уже вам говорила, это хулиган. Это умственный хулиган. Или он, или я. Пойди погуляй, Шаров. До свидания, Эмма Павловна. Садитесь, пожалуйста, Кирилл Алексеевич. Вон там место свободное, а Анваров сегодня не пришел.
Так, тема у нас механизм реакции замещения на примере предельных углеводородов. Что тебе? Можно выйти? Нет. Тебе эта тема необходима в первую очередь, Майданов. Садись. Ах так? Я сам выйду. Вот видите? Ничего, ничего, продолжайте урок, Эмма Павловна. Повторите, пожалуйста. Повторяю. Механизм реакции замещения на пределе, на примере предельных углеводородов. Пишите, все пишите. Это не педагогично, нехорошо, понимаешь? А ты чё? Они так считают. Давай, валяй отсюда. Нельзя. А ты понимаешь? Немножко. Не без этого. Да. Ты вот хотел Марину проверить. Да видишь, что из этого вышло? В общем так. Ты отвлекаешь Алину, а я в кабинете директора. Погоди, тут подумать надо. Да чего тут думать? Тут надо действовать. Действовать-то надо. Только все это на воровство похоже. Да брось ты, деточка. Магнитофон чей? Юлькин. Вот мы и вернем его хозяйке. А, ну давай. В общем так, слушай сюда. Ты отвлекаешь Алину. Как? Очень просто. Вешаешь лапши на уши. Там вызови ее, скажи, что, мол, пойдем, я тебе что-то скажу. Я боюсь, она не пойдет за мной. Пойдет. Как ниточка за иголочкой. Она давно на тебя глаз положила. Чего? А ты что, не знал, что ли? Молодой. Как бог красивый. Ну чего, в путь? Окей. Андрей, мы идем или нет? Юль, Ну что? Че тебе? ты ничего не потеряла? Я? Нет, а что? Твой, только тихо. Мой. А где ты взял? Где взял, там больше нет. У тебя лицо сейчас как у афериста. Ничего сразу обзываешься. Ты можешь объяснить, где ты взял? Мать твоя принесла. Моя мама тебе? Ты что, вообще ошалела? Да, образумить бы слегка Марину на первом году работы. И не было бы сейчас этого скандального дела, да и программа по литературе не превращалась бы в Тришкин кафтан. В каком смысле? Ну, это когда одалживаются часы одного писателя, чтобы посвятить их другому, который больше вдохновляет Мариночку. Да, вы уверены, что Серафима Осиповна замяла бы все это? Да, безусловно. Ох,
Ох, взяли мы с вами обузу на свою голову. Да. Ну, хорошо. Прокрутим мы это все дело на педагогическом совете. Ну и что? Извините, Кирилл Алексеевич, мы вас ждем. В буфете ждем. В буфете? Я не хочу есть. Кирилл Алексеевич, не обижайте людей. Пойдемте, пожалуйста. И что, это надолго это в буфете? Но это кому как. Ну тогда, одну минуточку, я домашних предупредить должен. Я уже ничего не понимаю. Ну, с Майданом, ну, с ним все ясно. Ну, вот ты-то. Или это же элементарное воровство? Леша, ну что чего ты не все ожидал? Ну, суетишься? это я суечусь. Это вы суетитесь. Да. Я его страховал. Страховал? Боимся мы. Понимаешь? Боимся. Ты прав, старик. Мы все чего-то боимся. Нормальная операция по сближению с начальством. Надо же отметить ваше назначение. Ну вот мы и собрались здесь все для этого. А кто инициатор этого всего? А, так мы вам и сознались. А мне покруче, Я, покруче. между прочим, Пожалуйста, вот сюда. между прочим, Олег Григорьевич, если позволите, я, значит, хочу сказать слово первое. Не позволю. Я сам хочу сказать первый. И простите, Кирилл Алексеевич. Алексеевич. Простите, Кирилл Алексеевич, мой тост не за вас. Я хочу сказать о Серафиме Осиповне. Сколько лет она здесь была хозяйкой. Я-то стал учителем только после войны. Обстоятельства вам известны. Все думал временно искал другую работу, а она швыряла мои заявления в корзину, просила позаниматься с каким-нибудь хиленьким ребеночком. Я занимался. Просила провести олимпиаду, потом я снова бунтовал. Они сломали мой амперметр. Они тебе построят новый амперметр, говорила она, если вы друзья. А если нет, то бог с ним, с этим амперметром. Это самая меньшая твоя потеря. Учитель она была настоящей. Я прошу всех выпить за ее здоровье. Никто так не нуждается в здоровье, как она. Я очень хочу, чтобы ей было хорошо, чтобы все у нее кончилось. Я привыкла вас видеть холодным и недосягаемым, Олег Григорьевич. Спасибо за бабу Симу. Да, выпьем, товарищи, за бабу Симу. Все у ней будет хорошо. За ее здоровье. Все будет хорошо. А теперь, Олег Григорьевич, я о новом шефе. Честно говоря, я боялся, что нам назначат какого-нибудь замухрышку. Так. Но я сказал, как думал. И то, что нам поставили такого человека, я считаю, что нам просто повезло. Сейчас разрежу. Да. Побольше хороший кусочек. Вы же демобилизовались недавно. Мобилизация, это при чем? Ну, я не знаю, как там это называется. Во всяком случае, вы из армии недавно. Так вот, я не скрою. Я хочу сказать, что вот некоторые считают, что директором должен быть учитель со стажем. Леночка, дай-ка мне это. Армия дала Кириллу Алексеевичу такую закалку на все случаи жизни. Лилия Олимпиевна, я ведь не про зарядку говорю, а просто говорю я. Когда я увидел, как вошел этот человек, я сразу понял. То. Вот. Я сочинил еще экспромт. Нет, не надо. Вот Я его... экспромтов как раз не надо. Ну, Олег Григорьевич, ну, я надеюсь, вы понимаете, что я хотел сказать. Благодарю вас, я понял. Да нет, я знаю, там бывает, предают люди друг друга. Ну, чтобы мама... Объясни мне, объясни, как она могла вот так? Не знаю. Не знаю, не знаю. Ты не знаешь. Я тоже не знаю. Насолила ты ей. Чем? С дня рождения слиняла. Она сейчас не работает? Не работает. Обалдеть можно. Ага. Сидит, скучает. Ничего. Она теперь у меня не так поскучает. Знаешь, мне бы угол какой-нибудь. И хотя бы 50 рублей в месяц. Дурочка. 50 рублей. Юль, пойдем ко мне. Нет, Сань,
Не могу я. У меня мать ничего не скажет. К Марине пойдешь? Юль, я не могу без тебя. Слово Кириллу Алексеевичу. Кирилл Дай Алексеевич. человеку спокойно поесть. Знаете, Кирилл Алексеевич, что мне удается, так это пироги. Пироги гениальные. Гречневая каша сама себя Ой, хватит. хорошо. Но нет смысла возиться, потому что собираешься и начинаются разговоры о родной школе. Школа, школа, школа. Ну не у всех же получается выключить станок и по домам. Это же так понятно, Эмма Павловна. Маринка, Что же вам оставь понятно, времечко Марина на Максимовна? личную жизнь. Разговор Это у о всех школе. по-разному. Класс вместо семьи, ясно. Ну что ж, это можно понять. Олег Григорьевич, чайку Личная налить? жизнь учителя и внеклассная работа совпадают. Поделились бы опытом, Мариночка. Считай, что ключ к 10 Б только у вас. Это преувеличение. Потом такой ключ они дают сами, кому и когда захотят. И, конечно, без права передачи посторонним. Я притащу музыку. Привези, Костя. Вот наконец додумался. А то сидим. Я сейчас, повеселимся. Олег Григорьевич, я Давай, Конфетку. Ну, мы вас слушаем, Мариночка. Про ключ это очень образно. Ну, а все-таки в внеклассной работе. Расскажите что-нибудь. Ольга Денисовна, это не работа, это общение. И это общение помогает? Да, вы знаете, очень помогает. Вы думаете? Ну а кто к вам Думаю. ходит, Марина Максимовна? Алёша. Алёша Смородин, да? Да, да. Дода Полынский. Дода Полынский. Шаров. Шаров, Да и прекрати. Ну вот другие. видишь, Шаров. Ой, ради бога, не вспоминайте при мне эту фамилию. Я его сегодня вышибла в присутствии Кирилла Алексеевича. Да? Да. Ай-яй-яй. А я ему как раз симпатизирую. Вот поэтому ничего и не замечаете. Дело не в симпатиях. А вообще, выдворение ученика из класса – это капитуляция перед ним. Есть прямая инструкция на этот счет. Мы вас слушаем, Марина Максимовна. Продолжайте. Ну что рассказывать? Учимся, читаем, размышляем. Они сочинили песенку, правда, мне не все там нравится. Сударь, когда вам бездомно и грустно здесь, распрягите коней, вас приютит и согреет искусство в этой таверне своей. А дальше? Минуточку, минуточку. Заменить слово «таверна». По-русски это кабак, трактир. Кто-нибудь подумает, что у вас трактир для учащихся? Кто подумает, Ольга Да Денисовна? кто угодно. Что, меня Себе имеете в надо виду, что ли? верить. Себе и ребятам тоже. А мы всю жизнь боимся этого. Браво. Браво, Марина Максимовна, только зря вы так реагируете. Да спор этот не вчера начался. Олег Григорьевич со мной постоянно проводит работу под девизом «как бы чего не вышло». Как бы чего не вышло. Товарищ, а может, не зря Антон Павлович сделал его учителем? Были основания, значит, как ни грустно. И до сих пор есть основания. Ученики ходят к учителю домой, пьют там чай. Какой пассаж? Учат отстаивать свои убеждения. Почему там, а не в актовом зале? Действительно. Значит, человек в футляре – это я. Спасибо, Мариночка. Пожалуйста. Да не о том речь, Господи. На ком из нас нет такого футляра? Такая профессия. Если я когда-нибудь с этим соглашусь, я тут же уйду из школы. Ну что, Мариночка, устройся в редакции и будешь поучать нас грешных. Я сказала, если когда-нибудь соглашусь. А этого никогда не будет, потому что мне моя работа нравится, несмотря ни на что. Только вот смешно теперь сидеть тут с вами, пироги кушать. Да ты что, Маринка, вернись, пожалеешь. Не пожалею. Я же с ней по-хорошему. Все свидетели. А что случилось? Ничего. Но я отвечаю полностью за магнитофон. Нет, не могу. Простите, Константин Иванович. Юля, дай, пожалуйста, магнитофон. Но ты-то тут при чем? Почему тебе? Не могу. Ну, Константин Иванович, я потом объясню. Юля, Ну дай ладно, он объяснит потом, а я объясняю сейчас. Дело в том, что сейчас вашим учителям нужна музыка. Да. Я Баюшкина за аппарат отвечаю Нет. лично. Я и верну. Нет. Константин Иванович, здесь не та музыка. Простите, до свидания. Почему молчите, Кирилл Алексеевич? Ну, тогда я скажу. Да будет вам известно, что в этой самой таверне не только стихи да песенки. Там каждого из нас разбирают по косточкам. Ольга Денисовна, Ольга Денисовна. Я не могу быть вы спокойной, не когда меня нервничайте, оскорбляют. надо. Сносить такое в мои годы. Она же от них ничего не скрывает. Может, она их восстанавливает против меня, как против Эммы Павловны.
Как? Они меня обсуждали? Ну, это я сказала в виде примера. Ну, Ольга Денисовна, вы скажите мне на ушко. Да не подставляйте мне свое ухо. А что вы кричите на меня? Пироги едят, А? Что на меня накричали-то? Я не накричала, я сказала то, что есть. Нервные все. А какие, собственно, новости, друзья? Ученики обсуждают учителей, выставляют им отметки. Так было всегда и прибудет вовеки. Подозреваю, что когда ученики уходили от Сократа, говорил что-нибудь вроде «Сегодня старик, по-моему, был в полном маразме». Или там «Нет, это на него Ксантипа так действует». Да. А если бы так не было, то Сократ оставил бы ни школу, ни учеников, а кучку педантов, не способных пойти дальше него. Закон диалектики. Ну, Олег Григорьевич, вам хорошо так говорить. Вас уважают. Ну, значит, я не способна на диалектику. Уберите меня за это на пенсию. Ольга Денисовна. Ольга Денисовна, ну кто ж... Ой. Что? Да, не дам. Да не об этом же речь, Ольга Денисовна, дорогая моя. Речь идет вот о чем. Просто вы реагируете как-то уж так очень все на себя, понимаете? Спокойнее, спокойнее, все идет хорошо. У вас уже налито? Да. Очень рад был с вами познакомиться, Олег Григорьевич. Григорьевич. Вот и вся музыка. Лилия Олимпиевна, это, конечно, больше по вашей части. Олег Григорьевич, там что-то в 10 Б случилось. Что случилось? Ну, что-то не то. Понимаете, Башкина стоит вся в слезах, заплаканная. Я попросил магнитофон, они его рвут на части. С этим магнитофоном что там не то. Мне здесь быть или я туда? Садитесь, садитесь. Во всем они сами разберутся. Садитесь. Нет, нет, пожалуйста, сидите. Лилия Олимпиевна, вы что-нибудь такое знаете? А для вас у меня только конфетка. Спасибо. Вот сиди тут до ночи. Ну что, дядя Марин, застряли? Андрюш, ни туда, ни сюда. Это дверь такая. Позови кого-нибудь, а, Андрей? А я секрет знаю. Ну? Рубь. Чего? Секрет рубль стоит. А ну-ка, топай-ка отсюда! Я вот маме твоей скажу. Ну и что? Мать тоже застряла. А как часок посидела, так и на 3 согласилась. Ну ладно, я потопал. Руб не 3. Чего они все привязались? Ну все, хватит. Стой, все. Убери руки. Все, пожалуйста. Дашь ты Вы мне вас раскидать, что ли? Я прям не знаю. Ну что, ну? Саня, отдал бы ты лучше дураки за тобой. Да помолчи, на самом деле. Сколько можно бегать-то? Да ты вообще Ну, тогда неужели ты молчи. ничего не понимаешь? Ну, Привязались. Чего надо? А вы почему до сих пор в школе? Погодка, Кирилл Алексеевич. Ветер, знаете ли. Погодка, да? Да. И все? Больше ничего не скажете? Да нет, вроде ничего.
Ну, тогда я вам буду говорить. Не надо, Кирилл Алексеевич. Не надо? Не надо. Почему не надо? По-моему, мы знаем, о чем вы хотите нам сказать. Юля, ты обойдешься без магнитофона? Ладно? Кирилл Алексеевич, он нужен. Зачем? Ну, по-моему, Кирилл Алексеевич хочет нас понять. Не стоит ему мешать. Правда, способ для понимания немного странный. Ну так, Кирилл Алексеевич, то же самое мы у вас в кабинете скажем. И спеть можем. Споем. Сань, отдай магнитофон. Майданов, подойди сюда. Все остальные по месту жительства. До свидания. До свидания. До свидания. Шагом марш домой. До свидания. А дельфин и пушок синий. Кит еще больше. Какой-какой? Он такой громадный. Меньше. Ну что ты Еще говоришь? меньше вдвойне, чем кит. Ну что? Не нашел. Не нашел. Нет. Не нашел. Ну, не найдешь. Вот он. Не Видишь? буду искать. Обиделся. Ладно, я забью, что Успокойся. будете делать? Антон, успокойся. Ты плохо просишь. Что, я плохо прошу? Люба. Не кричи на меня, сядь в воду. А ты не сказала. Антон, не ныряй без меня. Вы? Разрешите? Пожалуйста, проходите. Как тут? Да, дверь просто захлопывается, да. Извините, у меня сынишка в ванной, я сейчас. Не снимайте, не нужно, проходите так. Да? Ну что ты здесь натворил? Последний лет, я уже без 100 я говорю. Здравствуй. Здравствуйте. Ты кто такой? Я Кирилл Алексеевич. А вы кто такой? Я Антон. Антошка. Это про тебя песня написана? Нет. Нет. Ну? Ну, дельфин, вставай. Вставай. Смывай пену. Я говорю, смывай пену. Дельфин. Ну, хватит. Попался? Вот Да он так. не любит, когда плавник отделяет, Вот тогда и на спину совать. Ну, а кто любит? Никто не любит. Я тоже не люблю. Скажи Кириллу Алексеевичу спокойной ночи. Спокойной ночи. Вот так. Ну, дождемся мы. Уедет он. Ночевать напросишься? Да поправь ты шапку. И курить перестань. Ну чё, замерзла? Что, некрасивая стала? Да нет, ничего еще. Я же говорил, пойдем ко мне. Мать мне... Мать у тебя хорошая. Она ничего не спросит и ничего не скажет. На кухне я буду. Я знаю, Саш. Не могу я. Вы знаете, Марина Максимовна, что по вашей милости я нахожусь в затруднительном положении и вынужден задать вам ряд вопросов. Скажите, можно обидеть человека, заведомо зная, что ты умнее, талантливей, современнее его? Можно. И вы понимаете, что вы обидели сейчас людей? Обидела? Я сейчас занимаюсь вот этим делом. Занимайтесь. Хотите прослушать? Нет? Нет. В таком случае я стираю все это, что здесь записано.
Я не знаю, Марина Максимовна, но офицерам не положено обсуждать других офицеров в присутствии солдат. Даже косвенно. Есть же профессиональная этика. Надеюсь, с этим вы согласны? С этим согласна. Да. Я искренне говорю вам, что это частная беседа. Считайте, что ее не было. Я просто пришел с вами побеседовать. Ну, я не знаю. Я, честно говорю, я не знаю. Вернее, я не знал, как с вами беседовать. Я ехал сюда, я думал, ну, как мне ее убедить. Но мне не понравилось, как вы разговаривали. На банкете. Будь я директор, будь я просто человек, там бы просто сидел, мне бы это не понравилось. Ну, только, пожалуйста, не перебивайте. Дайте досказать до конца, и тогда, может быть, вы меня поймете. Я думаю, что человек, которому дано природой, он должен быть добрый, он должен быть щедрый, а вам, по-моему, дано. Я думаю, ну как мне беседовать с ней? Я думаю, ну расскажу обо всем, как остался ребенком в войну один, как спасали меня, как сейчас дочка тех, кто меня спасал, она их не понимает. Ну, это вам понятно, это вы скажете, ну вот опять начинаю все сначала, все. Вот. Все-таки учительницей будешь? Ага, а что? Ну и работка. Сама выбрала. Ага. Охлопеть можно. И впрямь холодно. И то, что не каждому человеку удается совмещать призвание с куском хлеба. Не каждому удается. Значит, с этим вы тоже согласны. Кирилл Алексеевич, мне задавали вопросы, и я честно на них отвечала. А вы бы хотели, чтобы я обманывала, потеряла доверие моих учеников. Но доверие нельзя же зарабатывать за счет других. Правильно? Кирилл Алексеевич, может быть, это не скромно. Но все равно я чувствую себя больше правой, чем виноватой. Может, мне уволиться? Подумайте. Но я бы воздержался на вашем месте. Я не советую. Пойдем. Погоди. Не знаю, что мы тут стоим. Зайти надо, досказать все, что следует. И верно, братцы, бессмысленно здесь торчать. А куда спешить? Начальство здесь. Спокойно, братцы, мы его не видим. Без паники давайте. Он нас видит. Баюшкина, подойди, пожалуйста, ко мне. Отдай маме и скажи, что нам не понадобилось. Спасибо. Грибоедова 113, смотрите. Стоп, стоп, стоп. Тебе туда заходить не надо. Почему это? Ты свое дело сделала. Что я такого сделала, интересно? Угу. Юрка, твои родители. А родителям туда, по-моему, не надо ходить. Знаешь, Юрка, разбирайся в своих делах сама. Не надо туда предков вмешивать. Угу, ладно. Давай. Мама! Мам! Юля. О, Господи, ну где ты сейчас была? же домой. Ну куда ты делась?
Юленька. Давайте восклицать, друг другом восхищаться. Высокопарных слов не надо опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви, счастливые моменты. Подтолкните, ребят. Давайте горевать и плакать откровенно, то вместе, то поврось, а то попеременно. Не надо придавать значения злословию, поскольку грусть всегда соседствует с любовью. Давайте понимать друг друга с полуслова, чтобы, ошибившись раз, не ошибиться снова. Давайте жить во всем друг другу потакая, тем более, что жизнь короткая такая.